Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Реальная магия. Я Алексей, и сегодня мы будем с вами рассматривать вопрос порча на врага. Конечно, ни для кого не секрет, что существует множество способов воздействия на сознание человека. И одним из самых удачных способов является воздействие с помощью магии. Ну, реальной магии, да. Мы не говорим сейчас про каких-то волшебников из Гарри Поттера. Это понятно, что полный бред. Мы сейчас говорим о реальной работе, которую выполняет Георгий. И сейчас я хотел бы рассмотреть вариант наведения порчи на человека, который причинил вам какой-либо вред. То есть человек, который либо угрожает вам причинением вреда, либо причиняет вред в данный момент или когда-то обидел. Есть различные способы воздействия на его дальнейшую судьбу. И такие способы, они очень хорошо работают и очень хорошо позволяют этому человеку доказать, объяснить или просто отомстить за то, что он сделал с вами в какой-либо момент, в какой-либо промежуток времени. Мы можем обсудить то, что бывает ситуации, когда человек просто внезапно перестает пользоваться успехом у противоположного пола. Бывает ситуация, когда человек просто теряет работу. Его увольняют, и как-то причин особых к этому не было. Такие ситуации сплошь и рядом. И часть из этих ситуаций является следствием того, что на него была наведена порча и негативное воздействие. С помощью того, что делает Георгий, люди периодически напоминают своим врагам, что делать так было нельзя, поступать так, как они поступили с ними в какой-то промежуток их жизни в прошлом, или поступают даже сейчас, в данный момент, да, человек понимает, что над ним просто издеваются или как-то калечат его жизнь, заставляют подстраиваться под что-то, чего он, в принципе, не хочет, и он хочет каким-то образом насолить своему врагу. Но здесь опять же не говорится о порче, которая делается чисто ради развлечения. То есть у Георгия также есть собственная мораль, которая говорит, подсказывает ему, что делать, что не делать, какая работа стоит того, чтобы ее выполнять, какая нет. Если человек действительно заслуживает этого, то такая работа будет выполнена. Есть различные способы, и бывает, что у человека здоровье как-то меняется не в ту сторону. Бывает, что человек может потерять уважение, потерять круг общения ему привычный, потерять работу, много что может потерять. И это все можно сделать. Есть разные ситуации, и в разных ситуациях разный подход. Потому что все работы выполняются индивидуально, и я всегда буду об этом напоминать вам, потому что многие задают просто сходу вопрос, типа, а сколько будет стоить там вернуть любимого человека или там сделать порчу. Есть начальная стоимость на каждую из таких работ. Порча — это довольно дорогая работа, она относится к черной магии. Черной магией называется любое воздействие на человека, которое делается против его воли. Все остальное, что касается там целительства или просмотра ситуации, это относится к белой магии. Черная магия — это воздействие негативное или какое-то воздействие, которое делается против воли человека. Человек этого не хочет, человек может об этом не знать, что на него планируется какое-то воздействие. Все это относится к черной магии. То есть вопреки воле человека что-то с ним происходит или какие-то манипуляции с ним производятся.
Поэтому не надо говорить о том, что вы можете заказать белый приворот. Белых приворотов не существует вообще, в принципе. Кто бы вам что ни говорил, а такой работы просто не существует. Это обман. И уловка людей, которые пытаются играть на психологии человека и говорить о том, что типа, ну черное это вроде как плохое, негативное воздействие, а вот белое это типа все хорошо и вам никакой обратки за это не будет. Вопрос обратки здесь вообще в принципе не стоит. Обратка отсутствует во всех работах, которые делает Георгий, потому что, во-первых, работу выполняет он, а не вы. Ваше решение и ваше желание. Вы заказываете, он выполняет. Обратки нет. Все. Когда вы задаете такой вопрос, ответ всегда один. Ее нет и не будет. Ее не было и не будет. Поэтому, когда вы задумались о том, как можно негативно повлиять на жизнь того человека, который сделал вам зло, сделал вам боль, причинил боль, каким-то образом воздействовал на вашу семью, на ваших близких или дорогих вам людей, то есть выход из этой ситуации, чтобы успокоить вас и успокоить того человека, который создал какое-то негативное событие в вашей жизни. Обращайтесь. Каждая ситуация индивидуальна, поэтому разные ситуации, разные решения. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео и оставляй пару длинных комментариев. Для того, чтобы тот человек, который хочет найти реальную помощь, мог найти это видео. Все. На этом я с вами прощаюсь. Пока.